Привет! Если смотришь это видео, то хочешь выполнить вот такую работу. Это первый базовый урок, на котором мы пройдемся по всем главным инструментам Photoshop. Если ты уже владеешь базовыми знаниями работы с Photoshop, то можешь переходить сразу же смело к первому занятию. Первая часть будет по ссылке в описании. По каждой части будет ссылка отдельно под каждым видеороликом. Если ты новичок, то в таком случае продолжи смотреть данный видеоролик. В данном видеоуроке я расскажу основные инструменты, которые нам пригодятся в дальнейшем для создания данной работы. Так что не переключайся и смотри до конца. Приятного просмотра! Всех приветствую, это первый вводный урок по занятиям в Photoshop. Сегодня мы изучим левую панель, что какой инструмент выполняет, и уже во втором уроке в дальнейшем начнем приступать к использованию данных инструментов. В левой части у нас расположились инструменты, которыми мы будем пользоваться постоянно. Первый — это инструмент перемещения. Допустим, у нас есть картинка. Давайте сейчас еще один слой выполним с этой картинкой и наглядно покажу. При выборе инструмента перемещения мы зажимаем левую кнопку мыши и можем перетаскивать объект в любое место. Далее у нас расположился инструмент прямоугольная область. Также при выборе данного инструмента есть и овальная область. Также можно инструмент область по горизонтали использовать и область вертикали. В основное время мы будем использовать прямоугольную область или овальную область. Допустим, если выберем овальную область, то мы можем выделить объект, использовать инструмент перемещения и переместить объект куда мы захотим. Также у данного инструмента можно делать не однообразные фигуры. К примеру, выбираем инструмент «Добавить к выделенной области», выделяем, делаем квадрат и рядом еще выполняем один прямоугольник. Тем самым у нас получается вот такая фигура. Ее также можно закрасить или выделять и перемещать. Можно выполнить вычитание из области, выделив инструмент вычитания. У нас вычитается определенная часть. Либо же мы выбираем пересечение, если нам это необходимо. Допустим, вот этот вот уголок. Вот у нас остается эта часть. Следующий инструмент — это лассо. Лассо служит для выделения объекта не как прямоугольник или круг, а уже можно полностью выделить, как вам необходимо. Допустим, выделяем человека. Или же вот так вот, какую-то определенную часть. И потому движение пера у вас и будет выделена определенная область. Также можно ее и перемещать, либо же какие-то действия выполнять с этой областью. В дополнительных опциях лассо можно использовать прямолинейное лассо. Это использование происходит при нажатии левой кнопкой мыши. Тянем куда нам необходимо, появляется прямая линия, и можно делать неровные геометрические фигуры. Также будет выделение. И есть магнитное лассо. Оно чаще всего присоединяется к определенным частям пикселей, которые отличаются от основного фона. Вот, допустим, мы человека сейчас выделяем. Для того, чтобы лассо было активно, необходимо будет присоединиться последней точке к первой. После этого будет выполнено выделение. Следующий инструмент, которым потребуется достаточно часто пользоваться, это волшебная палочка. Волшебной палочкой можно выделить одним разом, к примеру, небо. Или же определенную часть травы. Чаще всего используется, когда имеется какого-то определенного цвета поле. Допустим, сейчас мы выполним заливку черным квадрат.
отменим выделение. И выбрав инструмент волшебной палочки, выделяем, и у нас полностью квадрат выделяется. Следующий инструмент в выделении есть выделение объектов. Данный инструмент появился в последних версиях Photoshop. Используется он для того, чтобы быстро выделить определенный объект. То есть при выборе данного инструмента вы наводите на определенного человека, которого вы хотите оставить, либо же какую-то конструкцию, и он выделяется. Допустим, давайте выделим вот этого парня. Все, объект полностью выделился, можно его перемещать. Следующий инструмент в выделении — это быстрое выделение. Выбираем его, и если нам необходимо не всю часть выделить, допустим, мы выделяем небо и траву. В таком случае выделяем по нижней части, не затрагивая зеленую область, и у нас здесь будет линия горизонта. И можно перетаскивать. Следующий инструмент — это рамка. Допустим, вы выполняли какую-то работу в определенном размере, и вам необходимо увеличить размер или уменьшить, для того, чтобы какие-то детали убрать, либо же необходимо определенное количество размера сделать, и вы не уложились в определенные соотношения. То выбираем рамку, можно выбрать соотношение, допустим, 1:1 квадрат. Для следующего инструмента я решил выбрать вот такую картинку. Выбираем инструмент кадр, выбираем направление эллипс, можно прямоугольник, создаем новый слой, переходим на данный слой и делаем эллипс. Далее мы его подгоняем. Зажимаем Shift, чтобы можно было отдельно отредактировать одну сторону растяжения. Переходим на предыдущую картинку, перетаскиваем ее. И данный слой, когда у нас появился в слоях, переносим вниз зажатием. То есть еще раз повторяем. Нажимаем на данный слой и тянем его на маску. После чего у нас в маске появляется вот такое вот движение поля кадра. Ну, естественно, сделал неаккуратно, просто для наглядности. Следующий инструмент — пипетка, который придется достаточно часто пользоваться. Выбираем пипетку и выбираем любой цвет нажатием левой кнопки. Допустим, нам необходим вот этот вот зеленый цвет. Мы его выделяем, и в дальнейшем можно будет этим цветом красить или же выполнять заливку. Следующий инструмент, который мы разберем, это восстанавливающая кисть. Мы выбираем для начала точечную восстанавливающую кисть, и, допустим, нам не нравится, что вот здесь вот есть вот такая вот точка в виде рисунка дерева. Уменьшаю немного размер. Чаще всего данный инструмент используется при ретуши для того, чтобы убирать какие-то прыщи и так далее. Наводим на вот этот вот объект и нажимаю левой кнопкой мыши. Все, объект убирается. Автоматически структура дерева подстраивается под общую картину нейросети Photoshop. Если мы попробуем большой объект убрать, то, скорее всего, он выделит какую-то часть из другой области и будет вот такое размытие. Поэтому необходимо использовать в основном для небольших областей. Также имеется восстанавливающая кисть, когда управляете полностью вы самостоятельно ею. Допустим, выбираем вот эту вот часть сахара. Сейчас сделаем по размеру. Нажимаем вот сюда вот
Нажимаем в данную область Alt и левую кнопку мыши. После этого сохраняется вот эта часть картинки, и мы ее можем перенести на сахар. Естественно, будет не идеально, но сейчас я именно показываю, как работают те или иные инструменты. Также имеется инструмент заплатка, также им часто потребуется пользоваться. Выбираем инструмент заплатка. Далее, допустим, нам необходимо вот этот сахар перенести вот сюда. Выделяем здесь область и нажатием левой кнопкой мыши двигаем к сахару. Все, сахар у нас появился. Уже дальше можно будет отредактировать так, чтобы сахар был вписан в эту часть картины. Следующий инструмент — это инструмент перемещения с учетом содержимого. Мы также можем выделять кусочек сахара и после выделения просто его перенести в любое место. Далее убираем выделение. Все, сахар у нас в этом месте находится. Отсюда он у нас пропал. И инструмент красные глаза в основном используется, когда на фотографиях засветы. Сейчас мы не будем его рассматривать, так как данный инструмент достаточно редко применяется для создания фотобашей, чаще всего для редактирования каких-то определенных фотографий, где были засветы. Следующий инструмент — это кисть. Кистью потребуется достаточно часто пользоваться для того, чтобы выбрать определенную кисть, которая у вас имеется в наборе. Вы нажимаете в любой области работы правой кнопкой мыши, у вас появляется окно, и вы выбираете кисть, которой вам удобно работать, и уже начинаете красить. О более подробной работе с кистями будем изучать в следующих роликах. Также имеется инструмент карандаш. За все время достаточно редко я использовал данный инструмент, поэтому более подробно на нем останавливаться не будем. Для замены цвета мы можем использовать, допустим, черный цвет или серый. Выбираем кисть и начинаем красить. У нас становится картинка вот такая вот серая в этом месте. Можно увеличить кисть и, допустим, выделить только чашку кофе. Мы выделили чашку кофе. Далее возвращаемся к замене цвета. Сначала сделаю инверсное выделение, чтобы у нас рабочая область была за пределами границы выделения чашки кофе и остальной части картины. Возвращаемся к инструменту замены цвета, увеличиваем кисть, и так как мы выбрали серый цвет, выделяем всю область. Закрашиваю всю остальную часть картинки. И вот так вот у нас получается общий фон становится серым, а сама чашка кофе с блюдцем остается своего цвета. Следующий инструмент — это штамп. Достаточно удобный инструмент. Если нам необходимо убрать, к примеру, сахар, мы нажимаем Alt, выделяем часть области, которая подсвечена круглой частью штампа, и переносим ее на сахар. Тем самым мы убрали кусочек сахара и сделали плавный переход, как будто его здесь и не было. Также можно воспользоваться инструментом архивной кисти. Вот здесь вот закрашиваем оранжевым, выбираем архивную кисть и начинаем восстанавливать ту часть, которую нам необходимо восстановить, то есть то, что было под цветом.
Это используется чаще всего для тех случаев, когда начинаешь работать по основному, закрасил какой-то объект, и тебе необходимо установить эту часть. Выбираешь этот инструмент и убираешь все, что здесь было добавлено. Переходим к следующему инструменту. Инструмент ластик. Создаем новый слой. Делаю вот такую вот мазню. Выбираю ластик. Выбираю, допустим, мягкое и круглое. Если я буду убирать, то будет убираться вот таким размытием. Если выберу жесткую круглую часть ластика, то в таком случае я смогу убрать всю мазню полностью. Следующий инструмент, к которому мы переходим, это заливка определенной части. Выбираем заливку, и, допустим, нам нужен белый цвет. Вот где здесь будет белый цвет, где будет здесь белый цвет, он зальет полностью на этой картинке. Или же мы можем сделать также прямоугольник, выбрать заливку, создать новый слой, и на новом слое у нас уже будет ровный квадрат, залитый определенным цветом. Также имеется заливка градиентом, который часто потребуется использовать, допустим, для какого-то фона. Создаем новый слой, выбираем градиент, либо создаем. Здесь можно выбрать любой цвет, создать еще одну точку, допустим, вот здесь, и сделать несколько цветов градиента. Давайте черным сделаем. И выделяем сверху вниз, у нас будет выполнена заливка. Можно с заливкой цвета слоя поиграться и поуменьшать, поувеличивать, для того, чтобы нижний слой более контрастно выглядел. Следующий инструмент — это палец. Для того, чтобы использовать палец, сейчас уберем вот этот слой и нарисуем несколько разных цветов. Допустим, оранжевый. Давайте возьмем зеленый. И какой-нибудь такой синий. Берем инструмент палец, мягкую круглую кисть, и вот так вот можно перемешивать, либо же увеличивать, уменьшать, убрать интенсивность поменьше. Чем меньше интенсивность, тем меньше размер размываемой области. Следующий инструмент — это размытие. Для того, чтобы можно было выполнить размытие, к примеру, в определенных участках. Допустим, вот у нас есть сахар, и нам его заблюрить надо. Мы выбираем левую кнопку мыши, вводим по сахару и блюрим эту часть. После чего сахар у нас становится заблюренным. Оставляем заблюренным сахар, и нам необходимо увеличить резкость. То в таком случае выбираем резкость, инструмент, и начинаем вводить по сахару. Photoshop начинает увеличивать резкость тем или иным деталям. Я использую этот инструмент достаточно редко. Следующий инструмент — это осветление. Если у нас есть темный участок, и нам надо его немножко осветлить, то мы выбираем данный инструмент и начинаем осветлять, к примеру, вот черное кофе. Если необходимо затемнить какой-то участок, то в таком случае мы выбираем затемнитель и, допустим, от блюдца начинаем затемнять вот эту часть, так как хотим выделить немного больше тень от кружки кофе. Ну и здесь немножко пройдемся, более для наглядности. Сейчас увеличу экспонирование. Можно всю фотографию увеличить по затемнению.
Переходим к следующему инструменту, инструменту перо. Перо тоже потребуется достаточно часто использовать для выделения какой-то определенной части объекта. Допустим, нам необходимо выделить блюдце, и мы начинаем выделять по контуру. Буду делать небрежно, так просто хотелось бы показать, как работает этот инструмент. После того, как мы выделили, мы можем выполнить обводку контура. Это та кисть, которую вы выбирали до этого, она применится ко всему контуру. Либо же выполнить заливку контура. И также можно выделить область. После выделенной области можно, допустим, стереть. Также есть другие виды пера. К примеру, свободное перо, когда вы выбираете перо и начинаете рисовать. Очень удобно, если имеется графический планшет. Выделяете. И также можно выполнить какие-то из определенных действий. Следующее перо кривизны. Удобно использовать для того, чтобы выделять какие-то круглые объекты. Выделяем более какие-то обширные детали, которые имеют определенный угол овала или эллипса. И выделяем полностью объект. Выделить область, выделяем, окей. И можно также стерочкой убрать все ненужное, кроме самого блюдца. Также можно добавлять опорную точку или удалять. Допустим, мы сделали какой-то круг, выбираем удаление точки, выделяем точку, и у нас она удаляется. Или также можем добавить. Добавляем, и вот сюда добавляем по несколько точек, после чего можно их редактировать. Следующий инструмент — это текст. Текст используется, когда необходимо какие-то определенные действия выполнить с текстом, либо же создается какой-то плакат, баннер. Допустим, давайте выделим сейчас выделим объект с кофе. Дополнительно у нас не выделилась вот эта часть. Все, выделили. Копируем нижний слой. Создаем у верхнего слоя маску. И теперь поверх данного слоя создаем еще один слой и выбираем текст. Пишем текст. Увеличу размер текста. Допустим, давайте 200 пикселей пропишем. Перемещаю текст с кофе за сам объект, который до этого мы выделили маской. Выбираем редактирование, свободное трансформирование, и тем самым можем за кофе сделать вот такую вот надпись. Можно изменить в тексте цвет. Давайте возьмем цвет с блюдца какой-нибудь, чтобы более объединенный цвет получился, какой-то такой более молочный. И вот так вот у нас получается надпись. Следующий вид текста — это вертикальный текст. Выделяем, и у нас получается, давайте уменьшим количество пикселей. И у нас получается вот такой вот вертикальный текст.
который выстроен достаточно ровно по линии. Также можно выполнить вертикальный текст маску. Выбираем Lorem Ipsum и перетаскиваем в любое место. Можно закрасить буквы любым цветом. Отменяем выделение. Вот мы без выбора цвета выделенные буквы закрасили. Допустим, также можно сделать, если нет необходимости создавать слой маску, можно выбрать инструмент горизонтальный текст слой маски. Выбираем 150 пикселей. Переношу приблизительно вот в эту часть. У нас появляется выделенная область. Берем кисть, также выбираем любой цвет. И, допустим, ло. И крайнюю часть закрашиваем. А остальные буквы у нас якобы не видны. Получается, что у нас две буквы остаются позади самого объекта. Следующий инструмент — это выделение контура и узла. Используется только в том случае, если у нас имеется контур. К примеру, инструментом пером мы выделили, поставили точки, выбрали выделение контура и можем выделить все точки и перемещать как нам удобно. Либо же выделение определенного узла. То есть одну точку выделяем и переносим как нам удобно. Следующий инструмент — это прямоугольник, эллипс, треугольник, многоугольник, линии и также произвольная фигура. Создадим, к примеру, прямоугольник. В прямоугольнике можно управлять заливкой, выбирать любой цвет. Также можно убрать полностью заливку, выполнить только обводку. Допустим, выбираем какой-то из черных цветов. Увеличиваем количество пикселей, чтобы нам было наглядно видно. И есть вот такие точки рядом с каждым углом. Выбирая одну точку и двигая ее ближе к центру, можно сделать либо овал, либо скруглить углы. Также зажатием Alt можно выбрать только одну часть. Допустим, вот нам необходимо скруглить только верхние точки. А нижние точки мы возвращаем в более острую часть угла. Нажатием Ctrl перетащить за определенную точку в определенное место. Те же самые действия можно выполнять и с треугольником, с управлением каждой точки угла, и многоугольником. Следующий инструмент, который достаточно часто требуется для использования в том случае, если используется графический планшет, так как когда недостаточно угла для нарисовки какой-то части линии, можно использовать инструмент поворот вида. Зажимаем левой кнопкой мыши, и можно поворачивать полностью холст, выполняя какую-то часть действий. И инструмент рука. Также можно использовать пробел. Зажимаем, и можно переносить всю часть рабочей области, куда нам удобно. Давайте через Ctrl плюс увеличим область. Допустим, мы рисовали здесь, но нам необходимо переместиться вниз. Чтобы не уменьшать область рабочей среды, мы зажимаем пробел и переносим в нижнюю часть угла. Также можно рисовать.
Далее у нас остается только часть с цветами. Цвета можно выбирать нажатием на цвет и, используя палитру цветов, выбирать цвет. Также, если цветовая категория у вас открыта справа, выбирать определенный цвет, он будет меняться. И если необходимо сохранить определенный цвет, но в дальнейшем, в ближайшее время вы не будете использовать, вы переключаете стрелочками переключение цвета, выбираем, допустим, синий, и у нас будут два разных цвета, которые мы можем переключать между собой. Остается у нас слой маска. Выбираем слой маску для того, чтобы выделить какой-то объект. Мы берем кисть, допустим, выделяем вот эту часть, и по контуру после переключения обратно у нас появляется выделенная область. Можно рисовать за пределами этой области. На этой минуте вводный урок по использованию левой части инструментом завершен. Переходите к следующему уроку. В следующем уроке мы уже начнем работать с определенными группами действий, по итогу которой у нас получится готовая работа.